Сталкеры, мы рады приветствовать вас в новом формате – видеообзоре предстоящего обновления, релиз которого состоится уже 17 декабря. В этом видео вы узнаете о новых динамических ивентах в открытом мире, переработке обучения и стартовых локаций и, разумеется, об одиночных данжах, которые игроки так давно ждали. Также мы расскажем и об изменениях в праздничном и волшебном городе Н. Приятного просмотра! Для бывалых сталкеров не секрет, что вылазки в зону бывают длительными, а путешествия по локациям могут занимать много времени. И для того, чтобы мир зоны ощущался более живым, а перемещение стало более опасным и захватывающим, уже в этом обновлении появится новый тип событий – динамические ивенты в открытом мире. В первой итерации добавлено 3 вида событий – место крушения вертолета, сломанный ЗИЛ, небольшой лагерь бандитов. Каждый вид отличается наградами и частотой появления на локациях. Нарративная составляющая локаций также может дать подсказку. Например, вряд ли на Тунгуске будет где проехать большому количеству грузовиков. Важно отметить, что динамические события не будут появляться на локациях станция Лесная, город Любич и остров Южный Новой Земли. Динамические ивенты активируются в случайных местах на локации. Находясь неподалеку, можно получить уведомление об активном событии на главном экране и карте игрока. Доступ к наградам открывается только после победы над охраной, так что не рекомендуем бежать засматривать хабар, пока вокруг не станет безопасно. Награды за события также зависят от типа события, его сложности и локации, на которой оно расположено. Чем опаснее, тем ценнее. Обучение и плавный ввод пользователя в мир и вселенную проекта – крайне важные задачи и одни из самых главных критериев для новичка. Прекрасно понимая путь нового игрока, мы решили сделать его гораздо более вовлекающим и захватывающим. Теперь, уже с первых минут новичок прочувствует, что он и правда попал в мрачный и опасный мир зоны, полный аномалий, смертельных опасностей и страшных загадок, разгадать которые получится только у самых смелых и находчивых сталкеров. Хоть жанр MMORPG и предполагает под собой активное взаимодействие с другими игроками, но порой сердце сталкера ищет особых приключений, где результат вылазки зависит только от его действий. И именно поэтому мы готовы представить новые события – одиночные данжи. Первый одиночный данж встретит игроков на одной из начальных локаций – станции Лесной. Если вы уже прошли данную локацию, то посетить это событие вы сможете, обратившись к Кочегарову в городе Любич. Второе же событие доступно на локации Аэропорт в соседнем здании от метеовышки, квадрат Д31. Для доступа к нему необходимо поговорить с доктором Гариным. Важно, для доступа к событию игрок должен иметь минимум 35 уровень и пройденную сюжетную главу в недрах лаборатории. Третье событие расположено в Черном лесу, недалеко от лаборатории Генезис, квадрат J21. Для доступа к нему необходимо поговорить с караульным утеса на 3-м этаже архива. Важно, для доступа к событию игрок должен иметь минимум 80 уровень и пройденную сюжетную главу в недрах лаборатории. В будущих обновлениях мы также планируем добавлять и развивать новые одиночные данжи и их разнообразие. Ах, этот город Н, праздничное новогоднее настроение, сталкеры снуют туда-сюда в поисках драгоценных белочек, а вся зона наполняется атмосферой волшебства и веселья. И в этом году мы решили еще больше разнообразить активности игроков, сохранив при этом тот самый дух события. Город Н открывает свои двери с 17 декабря по 18 февраля 2025 года. Как и всегда, отправиться в него вы сможете, поговорив с зазывалой, который расположился практически во всех крупных безопасных зонах. В этом году игроков ждет новое событие – битва с ужасающим ледяным пауканом, принять участие в которой может любой желающий, ведь находится он прямо на территории города Н. Успейте принять участие и получить такие долгожданные и ценные призы, ведь, как и всякое волшебство, город Н отвечает добром, когда в него верят. Вот и подошел к концу наш первый видеообзор обновления, а это значит, что совсем скоро игроки смогут сами ознакомиться со всеми представленными нововведениями и бросить вызов новым опасностям такой мрачной, но такой родной зоны. С уважением, команда Stay Out.